Часть 1. Экспозиция и надежда. Лондон, 1860-е годы. Эпоха, когда викторианская Англия казалась незыблемой, как скала, а происхождение определяло судьбу человека раз и навсегда. Родиться в трущобах означало провести там всю жизнь. Родиться в замке, править миром. Но именно в эти годы чопорное британское общество потряс скандал, который сегодня называют одной из самых дерзких и масштабных мистификаций в истории. А началось все 11 лет назад с крушения корабля и разбитого материнского сердца. В апреле 1854 года у берегов Южной Америки бесследно исчезло парусное судно «Белла». На его борту находился молодой сэр Роджер Тичборн, наследник одного из богатейших и древнейших католических родов Англии. Тонкий, болезненный, утонченный юноша, получивший изысканное французское воспитание. Через несколько месяцев океан вынес к берегу лишь обломки шлюпки с названием корабля. Министерство дел признало всех пассажиров погибшими. Страховые компании выплатили деньги. Родственники надели траур. Все смирились с утратой. Все, кроме одного человека. Вдовствующая леди Тичборн, мать Роджера, наотрез отказалась верить в гибель сына. Ей повсюду чудились знаки. Французские гадалки и бродячие ясновидящие, охотно бравшие у богатой графини золото, в один голос твердили то, что она так хотела услышать: «Ваш мальчик спасся». Его подобрало другое судно и увезло на край света. Он жив, просто не может подать весть. Годами несчастная женщина рассылала объявления во все крупные газеты земного шара, от Европы до Америки и Азии. Текст переводили на десятки языков. Леди Тичборн обещала колоссальное, щедрое вознаграждение любому, кто укажет след ее потерянного сына, и подробно описывала его внешность, привычки и благородное происхождение. Шли годы. В родовом поместье сменился управляющий, родственники уже мысленно делили огромное наследство, а старая графиня все так же сидела у окна, вглядываясь в лондонский туман. И вот осенью 1865 года, когда надежда, казалось, должна была угаснуть окончательно, на адрес леди Тичборн пришел конверт с непривычными марками. Письмо летело через океан из далекой, дикой Австралии, из крошечного провинциального городка Вагга-Вагга. Местный адвокат сообщал, что в его контору обратился человек. Он беден, работает простым мясником на бойне и называет себя Томасом Кастро. Но под этим именем скрывается истина. Адвокат утверждал, что этот человек полностью подходит под описание пропавшего баронета и в частной беседе признался: «Я и есть спасшийся в кораблекрушении сэр Роджер Тичборн». Сердце матери замерло. Она еще не знала, что из австралийской глуши к ней направляется не утонченный английский аристократ, а 150-килограммовый грузный мужчина, который пахнет дешевым табаком, едва умеет писать по-английски и не помнит ни единого слова по-французски. Великая иллюзия началась. Часть 2. Явление наследника и первый обман. Получив известие из Австралии, леди Тичборн немедленно выслала деньги на путешествие своего обретенного сына в Европу. Но пока огромный трехмачтовый корабль вез претендента через океан, в самом австралийском городке Вагга-Вагга разворачивалась скрытая от глаз подготовка к величайшему блефу. Человек, называвший себя Томасом Кастро, а на самом деле бывший простым сыном лондонского мясника Артура Мартоном, прекрасно понимал: одной веры матери мало. Рано или поздно ему придется столкнуться с юристами и людьми, которые знали настоящего Роджера. И здесь Ортон проявил гениальную хитрость, которая спасла его от немедленного разоблачения. Он не стал разыгрывать человека,
который помнит все детали своего аристократического детства. Напротив, в первых же письмах к матери он применил тактику управляемой амнезии. Он писал, что страшная катастрофа в океане, ужас гибели товарищей и последующие годы тяжелого физического труда в дикой глуши повредили его память. Он признавался, что почти полностью забыл французский язык, на котором говорил в юности, разучился играть на флейте и с трудом вспоминает имена кузенов. Эта уловка давала ему идеальное оправдание для любых будущих ошибок. Если он чего-то не знал, он просто хмурился и говорил: «Я этого не помню, моя память осталась в бушующем океане». Однако Ортон понимал, что на одной амнезии далеко не уедешь. Ему нужны были факты, твердые зацепки из прошлого семьи Тичборнов. И он начал шпионить. Еще до отплытия из Австралии и сразу после прибытия в Англию Ортон развернул настоящую охоту за информацией. Действуя через подставных лиц и мелких клерков, он отыскал бывших слуг семьи Тичборнов. Самой большой его удачей стала вербовка старого слуги по имени Эндрю Богл. Этот пожилой мужчина когда-то преданно служил покойному отцу Роджера и знал о жизни в родовом поместье абсолютно все. Артур Ортон приглашал Богла в недорогие портовые таверны, щедро угощал его элем и ромом и часами слушал. Старик, истосковавшийся по старым временам, с удовольствием пускался в воспоминания. Он детально описывал планировку комнат в замке, клички охотничьих собак, привычки родственников и даже особенности закрытого викторианского колледжа, где учился молодой Роджер. Ортон слушал, не перебивая, и впитывал каждое слово, как губка, выстраивая в своей голове подробную карту чужой жизни. И вот, в конце декабря 1866 года, этот человек наконец сошел на английский берег. Первыми его встретили юристы и дальние родственники семьи. И то, что они увидели, повергло их в абсолютный шок. Настоящий сэр Роджер Тичборн, уезжая в путешествие, был изящным, хрупким, даже болезненным юношей весом около 60 килограммов, с тонкими чертами лица и безупречной осанкой. Перед встречающими же стоял колосс. Человек колоссальных размеров, весивший почти 150 килограммов. Он двигался тяжелой, переваливающейся походкой, от него пахло дешевым табаком, а его речь была полна грубых словечек и произношения лондонских трущоб. Сходство было нулевым. Родственники открыто смеялись ему в лицо и крутили пальцем у виска. Обман казался настолько топорным и нелепым, что дело должно было закрыться в тот же день. Но мошенник знал, их мнение не значит ничего, пока у него в руках есть главный козырь. Ему нужно было предстать перед женщиной, которая 11 лет жила только одной надеждой. Впереди была решающая встреча в Париже. Часть 3. Великое ослепление в Париже. В январе 1867 года Артур Ортон прибыл в Париж. Именно там, в номерах роскошного отеля «Альба», его ждала вдовствующая леди Тичборн. Для самозванца это был момент истины, час величайшего риска. Если бы старая графиня взглянула на него при ясном свете и закричала, что перед ней чужак, вся игра рассыпалась бы в ту же секунду. Но Ортон был не просто наглым обманщиком, он оказался великолепным интуитивным психологом. Он понимал, что человеческий мозг, ослепленный горем, видит не то, что есть на самом деле, а то, что отчаянно хочет увидеть. И аферист безупречно срежиссировал эту встречу. Когда леди Тичборн вошла в его комнату, там царил глубокий полумрак. Плотные тяжелые шторы были наглухо задернуты, не пропуская дневной свет. Сам Ортон не стал выходить навстречу и разыгрывать бурную радость.
Вместо этого он лежал на кровати, отвернувшись лицом к стене, полностью одетый в пальто и меховую шапку. Он тяжело вздыхал, стонал и жаловался на внезапный, страшный приступ лихорадки и невыносимую головную боль. Пожилая женщина, чье сердце 11 лет разрывалось от неизвестности, подошла к кровати. В темноте номера она увидела лишь смутный силуэт огромного, страдающего мужчины. Она наклонилась, поцеловала его в щеку и произнесла слова, которые навсегда изменили ход этой истории. Она сказала: мой бедный Роджер, как же сильно изменила тебя жизнь. Твои черты стали крупнее, но я узнаю тебя». Ей не понадобились доказательства. Она сама придумала оправдание его весу, его грубому голосу и его провалам в памяти. Графиня так долго молила Бога о чуде, что когда это псевдочудо явилось, она вцепилась в него мертвой хваткой. Артону оставалось только подыгрывать. Уже на следующий день леди Тичборн официально признала огромного австралийского мясника своим законным сыном и наследником. Она назначила ему колоссальное по тем временам содержание — 1400 фунтов стерлингов в год. С этого момента бывший обитатель трущоб стал жить в роскошных отелях, пить дорогие вина и нанимать лучших адвокатов. Однако остальные члены семьи Тичборн были в ярости. Они прекрасно понимали, что этот огромный человек — наглый самозванец, пришедший за их деньгами. Родственники начали собирать доказательства, нанимать частных детективов и готовить судебный иск. Но Артур Ортон уже почувствовал вкус богатства и власти. Опираясь на авторитет и деньги матери, он начал готовиться к тотальной юридической войне. Он нанимал свидетелей, подкупал нужных людей и продолжал заучивать факты из чужого детства. Борьба за колоссальное наследство вышла на финишную прямую. Вся Англия замерла в ожидании судебного процесса, который вскоре расколет викторианское общество на два непримиримых лагеря. Часть 4. Великий раскол викторианского общества. В 1868 году леди Тичборн внезапно скончалась. Мошенник потерял своего главного защитника и свой самый надежный щит. Родственники вздохнули с облегчением, уверенные, что теперь-то обман быстро раскроется. Они немедленно прекратили выплату денег и подали в суд, чтобы официально признать претендента самозванцем. Но они недооценили Артура Ортона. Этот человек обладал невероятной, почти гипнотической харизмой и абсолютным хладнокровием. Лишившись денег графини, он сделал гениальный и крайне дерзкий шаг, он обратился напрямую к народу Англии. В те годы в стране росло социальное напряжение между зарождающимся рабочим классом и старой, высокомерной аристократией. Ортон мастерски сыграл на этих настроениях. Он объявил себя жертвой заговора богачей, которые хотят лишить законного наследника его титула и земель просто потому, что за годы лишений в Австралии он одичал, поправился и потерял лоск. Для простых англичан, шахтеров, портовых рабочих, лавочников, этот огромный, грубоватый мужчина стал настоящим кумиром. Люди видели в нем своего парня, который бросил вызов системе. По всей стране создавались комитеты в поддержку претендента. Люди со всей Англии присылали ему свои сбережения, чтобы он мог оплатить услуги адвокатов. Ортон выпускал специальные облигации под залог своего будущего наследства, и их охотно раскупали. Когда в 1871 году начался судебный процесс, Лондон буквально сошел с ума. Это было самое длинное заседание в истории английского права. У здания суда ежедневно собирались многотысячные толпы. Газеты выходили с огромными заголовками, а общество раскололось на два лагеря. Аристократы молились за победу семьи Тичборн,
а простые люди требовали отдать миллионы их любимцу. На самом процессе механика обмана Артона доходило до чистого абсурда. Когда его прижимали к стене вопросами об элитном образовании, которое получил настоящий Роджер, мошенник выдавал поразительные ответы. Когда прокурор строго спросил его: «Скажите, сэр Роджер, раз уж вы учились в престижном иезуитском колледже, чему именно вас учили иезуиты?» Ортон, не моргнув глазом, ответил: «Иезуиты? Ну как же? Это такие латиноамериканские повстанцы. Они отлично воюют в джунглях, я встречал их в путешествиях». В зале суда стоял грохот от хохота. Для юристов было очевидно, перед ними сидит стопроцентный лжец. Но парадокс заключался в том, что народная вера была слепа. Защитники Артона заявляли, что аристократы просто издеваются над несчастным человеком, у которого от пережитого стресса перепутались все воспоминания. Аферист держался на плаву больше 100 дней судебных заседаний, искусно лавируя между своими провалами в памяти и поддержкой толпы. Казалось, эта юридическая драма будет длиться вечно. Но у родственников оставался последний, секретный козырь, против которого у гениального обманщика не нашлось никаких аргументов. Впереди была развязка. Финал. Цена одной татуировки. Судебный процесс века близился к концу. Артур Ортон держался невероятно стойко. Ни путаница в географии, ни полное незнание французского языка не могли разрушить ту слепую веру, которую питали к нему миллионы простых англичан. Мошенник уже мысленно примерял на себя титул баронета и готовился въехать в роскошное родовое поместье. Но у адвокатов семьи Тичборн оставалось последнее, неопровержимое доказательство. Деталь, которую невозможно было списать на амнезию, тяжелую жизнь в Австралии или лишний вес. Юристы вызвали в суд старых школьных друзей настоящего сэра Роджера, а также его бывших сослуживцев по армии. Все они в один голос заявили об одной важной особенности. В юности, во время учебы во Франции, молодой Роджер Тичборн сделал себе на руке небольшую, едва заметную татуировку, изображение сердца, якоря и креста. Это было юношеское увлечение, о котором знали только самые близкие люди. Старый слуга Богл, у которого Ортон выведывал тайны семьи в портовых тавернах, об этой татуировке просто не знал, а потому не смог предупредить своего нанимателя. Судья приказал претенденту закатать рукава прямо в зале заседаний, перед сотнями репортеров и присяжных. Руки огромного мужчины были абсолютно чисты. Никакого сердца, никакого якоря. Зато судебные медики обнаружили на его коже кое-что другое. На руке подсудимого красовался старый, глубокий шрам от свежевыведенных букв. При детальном анализе эксперты установили, что когда-то там были выжжены инициалы А. Артур Ортон. Это было клеймо, которое он сам поставил себе в юности, когда еще работал простым мясником в лондонских трущобных кварталах. Кольцо замкнулось. Великая иллюзия растаяла в одно мгновение. В 1874 году суд приговорил Лже-Тичборна к 14 годам каторжных работ за невиданное по масштабам лжесвидетельство. Когда его увозили в тюрьму, толпы сторонников все еще пытались штурмовать карету, отказываясь верить, что их кумир — обычный обманщик. Артур Ортон полностью отбыл свой срок. Он вышел на свободу постаревшим, сильно похудевшим и абсолютно нищим человеком. Но самое поразительное произошло в конце его жизни. До самого своего последнего вздоха, даже умирая в нищете в 1898 году, он продолжал утверждать:
Я, сэр Роджер Тичборн. Он настолько глубоко вжился в роль богатого аристократа, что, кажется, сам поверил в свою собственную ложь. Его похоронили в дешевом гробу за счет государства. Но родственники семьи Тичборн, то ли из уважения к масштабу его дерзости, то ли из странного чувства юмора, разрешили безутешным сторонникам мошенника написать на крышке гроба его фальшивое имя — сэр Роджер Чарльз Тичборн. Так завершилась история человека из трущоб, который почти сумел купить себе чужую жизнь за фальшивое золото своего таланта.